Здравствуйте, друзья! Я продолжаю делать стол в старинном стиле Arts and Crafts – искусство и ремесла. В первой части я делал центральную вставку в столешницу и давал подробные пояснения. Сегодня я займусь тем, что сделаю для этой вставки обвязку. Вставка имеет толщину 20 мм, и это маловато. Визуально она смотрится, мягко говоря, несерьезно, но красиво. Мне нужно придерживаться стиля, и поэтому столешница должна выглядеть более массивной и толстой. Для обвязки я взял дубовую доску толщиной 50 мм. Детали обвязки будут соединяться на классический шип. Чтобы обвязка не смотрелась как откровенные новоделы, я подобрал самые хламовые и страшные доски. Но, как говорится, факир был пьян и фокус не удался. Но обо всем по порядку. Доску я сразу распилил на заготовки нужной длины. И чтобы не мучиться с распилом на циркулярке, сразу распилил по центральной трещине при помощи ручной дисковой пилы. У меня дома начинается строительный сезон, и поэтому мне придется очень много пилить. Пришлось обзавестись новой аккумуляторной пилой. Модель DCS 577. Я уже несколько раз показывал ее в своих видео, и меня часто спрашивали, как впечатление. Пока что могу сказать только одно, я до сих пор ничего не понял. Пила просто делает вжик, и все сразу отпилено. И еще один новый аккумуляторный инструмент вы увидите чуть позже. С обзорами я пока не тороплюсь, потому что к инструменту нужно привыкнуть. После строгания меня в какой-то степени постигло разочарование. Хоть я и подбирал самые дефективные доски, чтобы они минимально отличались от основного шпона, но все равно они были слишком чистыми и выглядели прямо-таки новодельно. Это, конечно, очень неприятно, и впоследствии мне придется решать эту проблему. Однако не будем отвлекаться. Прежде чем устанавливать обвязку и нарезать ее в размер, столешницу нужно отторцевать, чтобы получить ровный прямоугольник. У меня есть погружная пила и торцовочная система, но на этот раз я решил обойтись более простым способом. Я, конечно, немного усложнил себе работу, но мне очень хотелось показать, что дело-то не в инструменте, а дело в желании. И даже сложные работы можно выполнить простейшим инструментом. Буквально за 5 минут на скорую руку я соорудил импровизированную направляющую шину. Процесс изготовления я вынес в отдельный видеоролик, который вы могли видеть несколько дней назад. Ну а кто не видел, ссылку найдете в описании к этому видео. Сейчас мне не требуется чистовой рез, поэтому я работаю строительной пилой. На кромке, естественно, остаются риски, потому что диск имеет малое количество зубьев. Дальше я буду обрабатывать кромку при помощи фрезера с параллельным упором. Площадь упора большая, поэтому он, конечно же, не заметит рисок от диска циркулярной пилы. В первую очередь нужно профрезеровать фальц по коротким сторонам. Здесь фреза работает поперек волокон, и на выходе неизбежно будут сколы. И впоследствии они сфрезеруются, когда я буду проходить длинную сторону. По периметру мне нужно выбрать четверть глубиной 10 мм и шириной чуть меньше 9. Оставшаяся нижняя часть будет образовывать гребень, который вклеится в продольный паз обвязки. Оставшееся поле уже является чистовой деталью, и относительно нее можно производить расчеты и дальнейшую разметку. Детали обвязки я укорачиваю, но оставляю небольшой запас. В качестве упора можно использовать угольник Свенсона. Надо сказать, что в такой работе угольник Свенсона очень удобен. Теперь в брусках обвязки нужно сделать паз, в который войдет гребень столешницы. Способов очень много. Можно сделать это на циркулярке за несколько проходов или пройтись прямой пазовой фрезой. Я же решил использовать дисковую кромочную фрезу. Она дает меньше погрешностей, потому что фрезер очень тяжелый и хорошо удерживается на поверхности детали. На жертвенном бруске я делаю контрольный заход и замеряю толщину гребня. Все идеально сходится, и можно фрезеровать детали. Дисковая фреза выбирает паз шириной 6 мм, и фрезеровать мне придется за 2 прохода. Но перенастраивать фрезер уже нельзя. Козлы, изготовления которых я показывал с полгода назад, оказались очень удобные. С одной стороны через отверстие при помощи струбцины я креплю рейку. Или в эти отверстия можно вставить бруски со снятыми фасками.
Я сделал первый проход на всех 4 деталях. Теперь фрезер можно перенастроить на другую глубину. И точно так же делаю второй проход на всех 4 деталях. Обвязку нужно обязательно сразу примерить по местам. Обвязка садится нормально, но в некоторых местах все-таки слишком затирает. Это результат легкой шлифовки при помощи орбитальной шлифмашинки. Там, где гребень столешницы имеет утолщение, на нижнем шпоне появляются затертые места. По ним достаточно слегка пройтись шлифмашинкой. И теперь обвязка садится нормально, с легким натягом. Чтобы облегчить дальнейшую работу, я сразу приклеиваю продольные бруски. Теперь они являются частью общего щита, и работать будет намного удобнее. На этот раз я немного переборщил с клеем. Убирать его пришлось латунной полоской. Я ее сложил пополам для того, чтобы образовать острый носик, после чего распрямил, и у меня получилась птичка. Ну а теперь, пожалуй, самое интересное. На длинных деталях обвязки будут шипы, и по размеру они будут совпадать с гребнем вставки. На столешнице я закрепил ограничительный брусок, и на выходе еще один брусок, он будет противоскольным. Как только фрезер дошел до ограничительного бруска, сразу формируются и плечики. Если вдруг образовалась ступенька, то достаточно ограничительный брусок немного постучать молотком и пройтись фрезером еще раз. Глубину погружения фрезы нужно установить максимально точно. Шансов увеличить глубину и дофрезеровать материал у меня уже не будет, потому что у фрезера просто не будет опоры. Фрезер дает довольно-таки неплохую точность, но все-таки щечки шипов получаются немного неровными, то есть не гладкими. Их нужно будет обязательно дополнительно дорабатывать. С нижней стороной я поступаю точно так же. Нижние плечики шипов получились с небольшой погрешностью. Наверное, это потому, что фрезер уже старенький и немного люфтит. Скорее всего, фреза уже не перпендикулярна базе. Все это решается легкой подвеской при помощи стамески. На коротких деталях обвязки нужно сразу сделать разметку для пазов. Пазы я буду предварительно засверливать на сверлильном станке. Но сверлить буду не насквозь. Небольшое количество материала должно остаться, иначе сверло на выходе просто вырвет материал. Бруски длинные и перевешивают, их приходится крепить струбциной. Ну и сверлить бруски по одному тоже ужасно неудобно. Пришлось немного усовершенствовать этот способ. На стол сверлильного станка я закрепил брусок, который точно задаст положение детали. Деталь я держу рукой. Она опирается на закрепленный брусок, и мне уже не приходится прицеливаться. А самые внимательные наверняка уже увидели еще одну помощь. Вспомогательный брусок закреплен струбциной через бумажку, поэтому деталь я просто подсовываю под выступающую часть губки, и мне не нужно ее держать руками. Пазы я досверливаю вручную уже с наружной стороны. Этот способ более трудоемкий, но более удобный. Мало ли где я мог закосить, при сверлении на станке или вручную. Но при засверливании навстречу паз получится очень четким как на входе, так и на выходе. Ну а дальше, конечно же, в ход идут стамески. Пазы желательно сразу привести в нужный размер. Дорабатывать пазы я уже, наверное, не буду. Гораздо проще доработать шипы. Шипы нужно подрезать по ширине, но это будет сквозной полуоткрытый шип. То есть за шипом еще будет оставаться небольшой гребень. Это вроде бы мелочь, но мелочь очень полезная. Такой гребень предотвращает корабление деталей, и на стыках никогда не образуется перепад. Сейчас, к сожалению, мало кто использует такой тип соединения, а жаль. Это очень простое и очень надежное соединение, проверенное столетиями. Обычно щечки шипов я подстругиваю при помощи рубанка. Но сейчас решил пойти более простым путем. Я использую для этого мультитул.
Наждачка зернистостью 60 единиц. И по факту оказалось, что такой способ намного более удобен, чем работа рубанком. Да, это громко и пыльно, но это намного быстрее. А по точности мультик ничем не проигрывает. В некоторых местах древесина очень свелеватая. Вы же помните, что я выбирал специально доски с дефектами. Внутренние поверхности пазов получаются очень неаккуратными. И проблему с этим я точно так же решил при помощи мультитула. Честно говоря, я не возлагал на него особых надежд, но нет, он действительно выручил. Перед склейкой нужно обязательно произвести контрольную примерку. Обратите внимание, что на детали с обеих сторон у меня довольно приличный запас. Это строго обязательное условие. При разборке такого соединения деталь может стать наперекос. И если запаса не будет, то шип просто выломает материал в продолжении паза. После тщательной подгонки детали можно склеивать. В этих соединениях я не буду использовать никакие клинья. Пока клей сохнет, можно сразу заняться шлифовкой. Ну а после полного высыхания остается только срезать запас на коротких деталях обвязки. Наконец-то можно вздохнуть с облегчением. Столешница готова. Остается ее только декорировать. Для этого я изготовил специальный инструмент. Взял дешевый китайский надфиль, нагрел его горелкой и, пока он был красным, загнул крючком. Родная насечка оказалась слишком мелкой и быстро забивалась. При помощи бормашинки я сделал новую, более крупную насечку. И у меня получился резец для чекеринга. Все стыки деталей на поверхности столешницы мне нужно хорошенько процарапать. Это создаст визуальный эффект того, что столешница собрана из отдельных досок, побитых временем. Резец составляет треугольный паз. Получается вроде бы здорово, но все равно чего-то не хватает. Уголочки кое-где я подрезал при помощи стамески. Кстати, во многих местах я канавки делал специально немного неровными. Они прорезаны и велюшками, и глубина у них везде не одинаковая. Такая отделка шикарно сочетается с текстурой и цветом шпона. По периметру я снял фаски на всех углах. Фаски делал довольно широкие и использовал для этого стамеску. Фрезер или ручной рубанок были бы более простым вариантом, но они бы дали слишком идеальную кромку, а этого мне тоже не хотелось. Стамеска позволяет мне снимать различное количество материала. Где-то фаска была чуть шире, где-то поуже. Фаска придает столешнице законченный вид, а разная ширина говорит о том, что эта фаска была сделана вручную. Многие знаменитые английские и американские мастера поступают немного иначе. Фаски они снимают фрезером, после чего дорабатывают их ручными рубанками. Это давно известный и очень эффективный прием. С одной стороны фаска получается очень ровная, но с другой стороны все равно видно, что она сделана вручную. Фаски получаются очень красивыми, но у них слишком четкие ребра. Их нужно слегка скруглить. Легкая шлифовка барабаном Дотера не убивает фаску, но делает ее более мягкой. И наконец-то мне пришла в голову идея, как оформить стыки. Я взял все тот же резец и использовал его как колодку для наждачной бумаги.
Буквально несколько движений, и я получил как раз тот результат, которого и хотел добиться. Фаски на нижней стороне столешницы будут не видны, и их я уже снимал при помощи ручного рубанка. Вот теперь столешница полностью готова. Казалось бы, это всего лишь щит из нескольких досок и кусков фанеры, а столько работы. Да, я действительно немного устал, делая эту столешницу, но работа была приятной, потому что я работал с очень красивым материалом. И именно материал диктовал методы работы с ним. Многим может показаться, что я сделал слишком много лишней работы. На самом деле нет. Технология была очень тщательно продумана, и она себя полностью оправдала. На этом сегодняшняя вторая часть подошла к концу. В описании к видео вы найдете кучу полезных ссылок на мастер-классы и материалы. А следующая часть будет посвящена изготовлению подстолья. Я постараюсь не лить так много воды, и экшена будет намного больше. Не забывайте ставить оценки к этому видео и подписываться на канал, кто этого еще не сделал. На этом на сегодня все, и до новых встреч.